Это удивительное существо напоминает доисторическую птицу. Ее смело можно назвать самой странной птицей в мире, крайне малоизученной. Это одна из самых крупных птиц, которая является близким родственником аистов, пеликанов, марабу. Птичка, чья популяция исчезает бешеными темпами. Да, все верно, это китоглавый аист. Китоглавый аист – большая широкая птица, обитающая в болотах и водно-болотистых угодьях Центральной и Восточной Африки. У этой гигантской птицы большое тело, огромные крылья и клюв, похожий на башмак. Считается, что эта доисторическая птица связана с ныне вымершими динозаврами. У этих птиц темно-серое, сине-серое или серое оперение с белым брюшком. Их пронзительные глаза желтые или бело-серые. У них огромные крылья, размах которых может достигать 2,4 метра. Эта птица любит болота и папайи и обычно встречается в местах разлива, где вода медленно течет к озеру. В этом районе обитает много рыбы, которая является основным источником пищи аистов. Китоглавые аисты ведут дневной образ жизни, хотя иногда они охотятся ночью, если лунный свет достаточно яркий. Помимо рыбы, они также охотятся на водяных змей, лягушек, варанов и молодых черепах. Известно, что они даже едят детенышей крокодилов. Эти птицы обитают в воде или рядом с ней. Они даже строят свои гнезда на плавучей растительности, используя растительный материал из окружающей местности. Гнезда обычно расположены в более глубоких частях болот, где высокая трава и густая растительность обеспечивают укрытие от хищников, которые могут пожелать съесть их яйца. Половой зрелости китоглавые аисты достигают в возрасте 3-4 лет. Это моногамные птицы, разделяющие родительские обязанности. Самка откладывает 2-3 яйца, которые высиживают 30 дней. Оба родителя будут часто переворачивать яйца ногами. Цыплята этой птицы покрыты толстым серебристо-серым пухом и уже имеют широкий зев. Однако большой клюв, которым известны эти птицы, не начинает появляться, пока им не исполнится месяц. Когда они рождаются, родители по очереди кормят птенцов растительной пищей. По достижении месячного возраста родители начинают оставлять добычу в гнезде, чтобы молодые птицы могли ее проглотить. Оперение происходит в 95 дней, а к 125 дням птенцы становятся самостоятельными. Люди знали об аистах-китоглавах очень давно. Впрочем, впервые они были описаны в письменной форме еще в Древнем Египте. Поэтому удивительно, что мы относительно мало знаем о них по сравнению с другими видами. Однако то, что мы действительно знаем, демонстрирует некоторые удивительные биологические концепции. Сообщается, что арабы называли птицу Абу-Маркхуб или отцом туфельки. Итак, есть ли что-нибудь крутое в счете, кроме того, что он гигантский, похож на обувь и может обезглавить крокодилов? Конечно, они издают классные пулеметные звуки. Китоглавые аисты большую часть времени молчат, но грохочут вокруг гнезда или приветствуют другую птицу. Этот громкий и пугающий звук – последний звук, который когда-либо слышат многие бедные ящерицы-мониторы. Форма птичьего клюва предназначена для употребления определенных видов пищи и дает большой ключ к пониманию того, что является основным его источником. Огромные клювы служат приспособлением для ловли и удерживания большой скользкой рыбы, на которую они охотятся. Его большой клюв колеблется от 20 до 24 сантиметров в длину и от 10 до 12 сантиметров в ширину. У него также есть острый, как бритва, изогнутый крючок на конце, которым добычу пронзает как копьем. Размер клюва помогает этим птицам поразить свою добычу с помощью уникальной техники, известной как коллапс. Птицы неподвижно стоят в воде в поисках пищи. Заметив добычу, они бросаются на нее или падают, расправив крылья. Затем птица ныряет и устраивает засаду на добычу. Затем китоглавая птица поднимает голову и стачивает острые края своего клюва, чтобы обезглавить добычу. В то же время вода и растительность, которые были поглощены одновременно с добычей, выливаются из краев клюва. Во время полета крылья держатся плоскими, и, как пеликаны и аисты, китоголовые летят с стянутой шеей. Скорость его взмахов составляет примерно 150 взмахов в минуту, поэтому его считают одной из самых медленных птиц, за исключением более крупных видов аистов.
Китоглавые аисты, как пеликаны и другие аисты, практикуют урогидроз, чтобы сохранять прохладу. Урогидроз – это метод охлаждения, похожий на потоотделение, который позволяет птице остыть. Также они испражняются на ногах, чтобы снизить температуру тела. Основная цель животного – выжить и передать свои гены. И есть несколько примеров того, как животные делают это в природе. Птицы могут использовать разные механизмы. От сосредоточения энергии на небольшой кладке яиц до получения большого выводка для увеличения вероятности выживания. Некоторые птицы моногамны и работают в команде, чтобы вырастить своих птенцов, в то время как другие полигамны или неразборчивы в отношениях и предпочитают спариваться с как можно большим количеством партнеров. Когда-то увлекательный, но мрачный пример выживания животных – это сиблицид. Сиблицид – это когда один из потомков убивает своего брата или сестру. Есть несколько примеров птиц, которые практикуют такое поведение, в том числе цапли, пеликаны, олухи и китоглавые аисты. Яйца клювовых аистов вылупляются асинхронно. У первого вылупившегося цыпленка нет братьев и сестер, с которыми нужно бороться за переедание, поэтому он хорошо питается и быстро развивается. Когда вылупляется второй птенец, родители не прилагают усилий для равномерного распределения пищи, и поэтому он конкурирует со своим старшим, хорошо развитым братом или сестрой. Старший цыпленок будет издеваться и избивать своего брата или сестру. И часто самый младший цыпленок умирает из-за ран или от голода. Сосредоточившись на самом сильном цыпленке, родители увеличивают шансы, что хотя бы один из их потомков достигнет зрелости и передаст свои гены. С точки зрения выживания лучше иметь одного здорового цыпленка, чем несколько слабых, которые вряд ли выживут. Но почему так? Почему эти птицы предпочитают отложить более одного яйца, если выживает только один птенец? Второе и иногда и третье яйцо больше похоже на страховой полис. Если первое яйцо бесплодно или потеряно из-за хищников, взрослые особи все еще могут производить потомство. Если еды много, то агрессия между птенцами ограничена. И более вероятно, что все птенцы оперятся. Это, несомненно, удивительные птицы. Но даже их размер не может защитить этих птиц от вымирания. А что можем сделать мы, чтобы наши внуки могли тоже любоваться этими гигантами не только из книги? Китоглавые аисты эндемичны для Африки и обитают только в отдаленных заболоченных местах. BirdLife International и Международный союз охраны природы классифицируют птиц как уязвимые к исчезновению. Они выживают только в нескольких странах. Южный Судан, где проживает самая большая популяция на континенте, насчитывающая около 5000 птиц. Демократическая республика Конго, Руанда, Танзания, Уганда и Замбия. Помимо угрозы, которую представляют браконьеры, пожары и посягательства человека также подвергают этот вид опасности. Китоглавые аисты – застенчивые птицы, которым для размножения требуются большие участки нетронутой среды обитания. Когда люди подходят слишком близко, напуганные птицы покидают свои гнезда, оставляя яйца и птенцов уязвимыми для водяных ящериц, змей и орлов. Все эти угрозы нанесли ущерб дикой популяции этого вида. Оценка популяции Международного союза охраны природы за 2016 год показала, что от 3300 до 5300 взрослых особей остаются в дикой природе, по сравнению с 5-8 тысячами взрослых особей в 2008 году. Им в помощь приходят рыбаки. Во время сезона размножения с сентября по декабрь сплоченная команда из 12 рыбаков следит за их гнездами, защищая яйца и птенцов. Помимо того, что они рыбаки, они также работают с охранниками в African Parks, некоммерческой природоохранной организации. В 2012 году партнеры учредили программу Show Bill Guard. Их бдительность окупается. С 2012 года, когда началась программа, 25 птенцов успешно вылетели из 21 охраняемого гнезда. 6 птенцов, украденных из гнезд, также были спасены из неволи и возвращены в дикую природу. Успех побудил African Parks расширить программу. В 2012 году 9 мужчин были наняты охранниками. Местные жители защищают не только китоглавых аистов. Они являются важной частью природоохранных работ, проводимых в Бангвеулу.
6 вождеств, насчитывающих около 50 тысяч человек, владеют здесь землей в совместных владениях. В 2008 году, после десятилетий браконьерства и чрезмерного земледелия, которые уничтожили большую часть дикой природы и истощили земли, именно вождества вместе с правительством Замбии предложили африканским паркам взять на себя управление Бангвеулу. А как вы думаете, что еще можно сделать для этих удивительных существ? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!